Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В этом мини-видеоуроке мы будем сравнивать слова recently и lately и попробуем разобраться, когда какое слово использовать. Напоминаю, что у меня есть соцсети, Telegram, Instagram, мой handle Kirill's_English. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами про lately и recently. Спасибо одному из моих подписчиков, который задал мне вопрос, собственно, Кирилл, как их различать? Ничего не понимаю, помогите, help. Вопрос довольно-таки замысловатый, он такой заковыристый. Если мы будем подходить к этому описанию с точки зрения перевода, мы тупо откроем словарь русско-английский и посмотрим recently, lately. Нам это ничего не даст. Поэтому на время этого урока давайте мы не будем, абстрагируемся от определения, от слова recently, потому что если вы будете переводить его недавно и так далее, давайте пока будем работать с английским языком, попробуем как-то на пальцах, как говорится, на спичках попытаться разобраться, где это. Нам в этом поможет Оксфордский словарь и немножко серого вещества. И после этого урока, я надеюсь, вам будет понятно, почему в вопросе have I told you recently или have I told you lately оба варианта как бы возможны, но люди сделают выбор, кто говорит по-английски, нормально, сделают выбор в пользу слова lately. Have I told you lately, а не recently. Я надеюсь, что будет понятно. Посмотрим. Итак, если мы с вами залезем в Оксфордский словарь, вы можете залезть в любой словарь, там будет одинаковое определение. Слово recently определяется как not long ago. Все. Не переводим. Сейчас мозг попытается нам сразу перевести вот это все. Not long ago. Точно не знаем, когда вот это все такое непонятное, как в правительстве или как в новостях. Not long ago. Слово lately определяется... Сейчас у вас будет взрыв мозга, готовьтесь. Если вы стоите, лучше сядьте, если вы сидите, ляжьте. Lately определяет нам словарь оксфордский как recently, запятая, in the recent past. Также, когда вы изучаете английский язык, вам должны быть знакомы два понятия – коннотация и денотация. Денотация – это прямой перевод слова. Очень часто оно не помогает. Когда вы встречаетесь вот с такими проблемами, когда у вас два слова на родном языке одинаково переводится концепция, как бы одним словом просто выражается или фразой, нам нужна уже будет коннотация. Теперь смотрим. Recently, not long ago. Это очень важно, и слово ago очень важно. Это нам дает намек на то, что recently будет работать как в simple past, так и в перфектных временах, в частности в present perfect. Но не в present perfect progressive, сейчас я вам объясню почему. То есть, recently мы можем сказать предложение I saw him recently. И также вы можете сказать I have seen him recently. То есть работает both ways. Теперь слово lately. Слово lately не работает в прошедшем времени. Так просто не говорят. Почему? Хрен его знает. Но не говорят. Говорят. И по определению recent past или recently, казалось бы, оно должно вести себя так, как recently, но не ведет. Значит, запоминаем. Recently у нас используется для каких-то единичных, не повторяющихся случаев, которые произошли. Как раз и все. Например, I have seen him recently. Это разовое действие. Оно не предусматривает, что вы на протяжении всего времени там человека... Опять же, see может переводиться как see глазами и see в значении встречать. Тут уже надо подумать. Слово lately будет использоваться только в present, только в перфектных временах. И вот сейчас внимание, если вы говорите на американском английском, я говорю на американском английском, я говорю все про него. Я не знаю, как в британском, мне кажется, у них будет по-другому. In American English, lately чаще всего будет использоваться в present perfect progressive или continuous. Почему? Потому что акцент делается на повторяемости действий. То есть вот эта вот коннотация, не денотация, то, что подразумевается, это действие происходит до сих пор. До того же момента происходит, когда вы это говорите, и еще будет происходить. Простенький пример, давайте начнем. She recently graduated from college and is now searching for a job. She recently graduated from college and is now searching for a job. Хотите в перфект поставить это предложение? Пожалуйста. She has recently graduated from college and is now searching for a job. Если вас смущает связка and is now,
вам в другой класс, там вам объяснять, почему это совершенно верное предложение. Anyways, здесь разовое действие. Вот она закончила из колледжа, мы здесь не можем это растянуть. Это не процесс, это закончила, перекрестилась и пошла дальше, так сказать, в мир взрослых. Теперь, не путать с миром иным. Упаси Господи. Давайте другой пример придумаем. She recently moved to a bigger city. Or, let's scratch it. She recently moved to a big city. She recently moved to a big city. Она недавно переехала. Опять же, переехала. Недавно переехала, нашла и так далее. Разовые глаголы, они называются punctual. Упал, переехал, то есть те глаголы, которые могут не обозначать процесс. В вопросительных предложениях lately, вопросительных, кстати, в отрицательных lately может работать так же, как recently, но не в положительных. Вот это вообще сейчас вас запутает, в общем, может, если сильно запутались уже, выключайте нахрен это видео, идите выпейте чаю и потом придите со свежей головой. Или просто погуляйте. Значит, еще раз. Lately в положительном предложении, как recently, в значении вот разового действия, не работает, потому что оно подразумевает процесс. Но будут, иногда у вас будут случаи, иногда это ключевое слово, не всегда, что lately можно использовать так, но у вас должен быть вопрос и отрицание. Например, вы говорите I haven't seen him lately. Не видел человека тут. I haven't seen him lately. Вы можете сказать lately, потому что отрицательное предложение. Have you seen him lately? Have you talked to him lately? I haven't talked to him lately. Нет, в последнее время мы не разговариваем. И здесь возникает вот этот перевод в последнее время, и он подходит, потому что он передает, у него вот это вот есть коннотация процесса. Теперь, в американском английском, в отличие от британского английского, проще. Lately чаще всего have been doing, present perfect continuous. Например, I haven't been sleeping well lately. I haven't been eating well lately. Пришли к врачу и начинаете жаловаться. Доктор, I've been having headaches lately. Процесс происходит, до сих пор не разрешилось. Если вы скажете I've been having headaches recently, это уже будет it's an odd sentence. Оно вроде как бы правильное, но вот этот feel, вы слышите его, и вы не всегда вы можете понять, что странное. Вроде как бы предложение, да, я его понимаю, но что-то странное. И это как раз именно вот эта коннотация вылазит. То есть, just to recap, recently для разовых действий мы используем в положительном, отрицательном, вопросительном предложении как в past simple, так и в present perfect. А lately мы используем в present perfect continuous очень часто. Если это в present perfect будет, тогда глаголы будут состояния. Вот как be. Мы сейчас посмотрим предложение. С глаголом be. Глагол be может использоваться в present perfect, потому что он с ing не может использоваться. I've been really busy lately. I've been really busy lately. Почему вы здесь используете lately? А потому что процесс занятости до сих пор продолжается. То есть вы свободнее не стали до сих пор. В последнее время я очень занят. Если вы скажете I've been busy recently, здесь получается, что закончилось действие и не продолжает. Ну, такого просто не может быть ситуации не про то. То есть поэтому мы используем lately. Вот, собственно, такая вот разница. То есть, смотрите, нужно не на перевод смотреть, а именно на коннотацию, на контекст, какие глаголы используются. Глаголы состояния, которые не используются с ing, переходят в обычный present perfect, и там нужно подумать, подразумевает человек какой контекст. Иногда очень сложно этого сделать, и нам нужен больше дискурс, нам нужно больше предложений, чтобы это все вывести. Я желаю всем отличных выходных. Пока. You got something to do with that whole eat, pray, love thing that's been going on lately? Been noticing lately I use a lot of sight metaphors that often... Has this been on your mind lately and in your heart lately? But lately, an abundance of intense cyclones have caused frequent flooding that impedes farm... What is something that life has been trying to teach you lately? Recently sold his company to Yahoo. Recently, in New York City, there was a very large climate march. I took part. The advance that was made recently